Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем фонд борьбы с коррупцией. Знаете, как часто магазины делают? Пишут здоровыми буквами: ликвидация, магазин закрывается, последняя распродажа. Люди покупаются на этот рекламный трюк, бегут брать товары якобы со скидкой, но на самом деле никто не закрывается. В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации фонд борьбы с коррупцией, которую я основал 9 лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли. И это очень важное видео я записываю для того, чтобы ее не отняли вместе с вами. И тут понадобится ваша помощь. Что происходит? Летом прошлого года мы с вами решили дать бой Единой России, Путину и Собянину в Москве. Мы выдвинули своих кандидатов, мы запустили умное голосование, чтобы поддержать оппозиционных депутатов. Мы сделали расследование о всех ключевых московских единороссах и обрушили их рейтинг. Кремль и мэрия в ответ не пустили на выборы всех независимых, понимая, что они выиграют. Мы в ответ позвали всех на улицу. Кремль в ответ посадил и всех независимых кандидатов, и меня, и еще кучу людей, разогнал протесты. А мы тогда выпустили еще больше расследований и сказали, что умное голосование все равно будет работать, чтобы как можно меньше единороссов стали депутатами. И мы тогда победили. Только с помощью фальсификации поддельного электронного голосования власть смогла сохранить большинство депутатов, а в Мосгордуме, тем не менее, сейчас впервые за всю историю есть очень большая группа настоящих оппозиционеров, которые работают в наших интересах. После этого Путин стал стучать ножками о пол и кричать: закрыть, ликвидировать. Он испугался. Ведь если мы с вами без денег, без независимых кандидатов, без доступа в СМИ, без административного ресурса, в условиях фальсификаций почти побили его, то что же будет завтра? Ну и пошла команда любой ценой ликвидировать и ФБК, и наши региональные штабы. Мы пережили несколько рейдов. Сотни одновременных обысков по всей стране. И так несколько раз подряд. И каждый раз у нас изымали все. От телефонов и ноутбуков до камер и ламп освещения и чайников. Нас незаконно признали иностранными агентами, хоть мы никогда не получали ни одной копейки иностранных денег. Против нас сфабриковали уголовные дела, банковские счета и ФБК, и всех остальных юрлиц были заморожены. Заморозили счета сотен сотрудников, членов их семей. Но вот у меня заморозили мои счета, моего отца, матери, жены и даже моих детей. На нас подали в суд Росгвардия, полиция, прокуратура, ГБУ, автомобильные дороги, рестораны, которым якобы помешали наши митинги, и даже московское метро. В итоге все независимые депутаты и сотрудники ФБК, которые звали людей на митинги, оказались должны миллионы рублей. Это, кстати говоря, прием, который Путин позаимствовал у Лукашенко. В Беларуси давно борются вот таким образом с митингами. Мы сейчас собираем деньги на выплату этих штрафов и с вашей помощью, наверное, соберем. Но там был еще один отдельный эпизод, который поручили выполнить Евгению Пригожину, тому самому повару Путина, такому варюге, который с питерских еще времен работает вместе с Путиным, а сейчас его посадили на подряды Министерства обороны и на обеспечение питанием всех московских школ и детсадов. И дело в том, что этот Пригожин, стремясь заработать больше денег, поставлял детям испорченную еду. И в Москве произошли массовые отравления и в школах, и в детских садах. Все это, конечно, пытались скрывать, но за дело взялась наша сотрудница Любовь Соболь. Она объединила группу родителей, пострадавших детей, и начала судиться и вести расследование вот в интересах пострадавших. И в итоге все доказала. Вместе с десятками родителей она подала коллективный иск против компании-отравителей и московских властей, заключавших контракты на организацию питания, и требовала признания этих отравлений и выплат компенсаций. И суд признал вину компании и даже частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших. Ну а дальше произошло то, что может произойти только в путинском суде. Несмотря на то, что мы доказали отравление, несмотря на то, что Пригожин выплатил компенсации по суду, он уже подает в суд на меня, Соболь и ФБК и заявляет, что он никого не травил и требует от нас немыслимую сумму 88 миллионов рублей.
А судья, у которого есть четкая установка уничтожить ФБК любой ценой, ударяет молоточком и говорит: да, Пригожин прав. Да пофигу, что он платил компенсации. Пофиг то, что факты отравления его едой признаны другими судами. Вы должны ему заплатить 88 миллионов рублей. Отдельная ирония в том, что вот он, Пригожин, отравив сотни детей, выплатил им компенсации примерно 300 тысяч рублей. А мы, заставившие его выплатить, должны заплатить Пригожину в 300 раз больше. Ну и в итоге, вот эта бумага. Вступивший в силу исполнительный лист, по которому я должен 29 миллионов рублей, Соболь 29 миллионов рублей и ФБК 29 миллионов рублей. Со мной, Соболь, уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, я даже не вижу смысла пытаться ее собирать. И очевидно, до конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, которые изымают постоянно любое наше имущество в пользу повара Путина. Но теперь вопрос. Что делать с ФБК? У ФБК и так уже ничего нет, все отняли на предыдущих обысках. И сейчас у нас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет. Нам дорого наше название. Но, как я много раз говорил, ФБК это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией. И вы, кто это поддерживает. Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся вот этим вот юрлицом ФБК. Но самую большую ценность, вас, нам надо унести с собой. Почему мы никого не слушаем? Никто нам не указывает и не может на нас повлиять. Да потому что мы финансово независимы. Нам не нужны ни олигархи, ни государство, ни заграница. За прошлый год 21 467 человек сделали нам пожертвования. А главное, наша прелесть. 7607 человек, которые подписаны на ежемесячные платежи. То есть зарегистрировали свои карты у нас на сайте и автоматически списывают нам кто 100 рублей, кто 500, кто 1000. И мы знаем, что бы ни случилось, мы ежемесячно гарантированно получим около 6 миллионов рублей, и нам хватит на аренду офиса, интернет, ну и хотя бы на часть зарплат. Сейчас у нас расчетный счет отнимут, и эти 7607 подписок пропадут. Мы не можем их перенести автоматически. Единственное, что тут возможно делать, чтобы ребята, вы сами зашли по ссылке вот этой, вот она есть в описании, и снова оформили регулярный платеж. Пусть он будет небольшой, но постоянный, чтобы мы понимали, каким бюджетом располагаем и могли планировать свою деятельность. Но вот договорил я до этого момента и понял, что все равно получилось как с маркетинговым трюком. Обещали ликвидацию, но потом попросили денег и сказали, что все останется как есть. Ну, на самом деле, останется или нет и в каком размере, решите вы. Вот Элла Панфилова считает, что нас это сильно задевает, когда она называет нас политическими попрошайками. От политических поберушек-попрошаек, да слава богу. Но нет, мы гордимся тем, что просим денег у вас и от вас зависим. Зато мы не берем ни копейки из бюджета. Зато наши финансы прозрачны. Поэтому, дорогая Элла Александровна, и сами запомните, и Путину передайте, что мы снова просим и надеемся, что получим, и обещаем всем, что каждая копейка будет направлена на то, чтобы приблизить тот момент, когда вы и ваша вся Единая Россия, и вся кремлевская банда будете сидеть на скамье подсудимых. Те, кто затевают эту русофобию затевают, затевают все я этим людям это и адресовываю. А пока этого не случилось, но мы еще и постараемся вас на выборах потрепать. Друзья, поддержите нас, оформите нам регулярный перевод, участвуйте в умном голосовании, записывайтесь наблюдателем, ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.